Привет мастеровым ютубовцам! Сегодня мы займемся изготовлением муфельной печи для плавки металлов с простых элементарных вещей, которые доступны каждому в доме. Вот, кстати, в данный момент из электрического патрона, то есть фарфоровый патрон электрический. Вот с него мы будем делать печурку. Значит, что эта печурка наша может расплавить? Вот такой диапазон металлов. Это значит, печь у нас выдает 1100 градусов где-то. Вот что в этом диапазоне, значит, входит, какие металлы в этом диапазоне плавятся. Ну, как вы видите, с таблицы я специально выписал. Олово, свинец, алюминий, серебро, золото, медь, сталь. Сталь просто для примера, потому что здесь 1500 градусов, мы его не расплавим. Вот, на серебре я уже пробовал, то есть достигал 962 градуса и выше. Вот, то есть золото здесь она спокойно, здесь разница небольшая, всего лишь на 100 градусов. Спокойно золото также расплавит она у нас. Чем отличается данная конструкция от других печей, которых много-много-много в интернете? Значит, первое, напряжением. То есть везде применяется 220 вольт, я извиняюсь. Вот. Я применял 12 вольт. Сейчас расскажу почему. Первое преимущество – это безопасность. Потому как 12 вольт это безопасное напряжение, 220 вольт это опасное напряжение. Там необходимы всяческие изоляторы, то все 5-10. Вот, к примеру, значит, из интернета я читал, один товарищ делал печь, значит, у него получилось, он достигал 600 градусов в температуре в этой печи, объем был у него 3 литра. Ну, это солидная такая печь, но 600 градусов, в принципе, только, может быть, туда-сюда алюминий можно расплавить. Вот. И для этого ему понадобилось не хром, наматывал он, общей длиной проволоки было 30 метров. Представляете, 30 метров, вот ее надо намотать и куда-то там уложить. Вот. Здесь же получается при 12 вольтах я вот применяю, значит, проволоку, видно было, вот 1,6 мм проволока. Длина этой проволоки, ну, соответственно, проволоку я называю не хромом. Вот, длина этой проволоки 1,20 м всего лишь. То есть 1,20 м это у нас получается, она короткая, ее везде можно вместить, и в маленькую печку она аккуратно, значит, то есть вот сюда она аккуратно, значит, становится. То есть это сосредоточение тепла в одном месте. Раз. Второе. Толстая проволока вот такая, значит, она при нагревании, значит, у нас никогда, ну, как бы не оседает. Вот, если тонкую, значит, нагревать, то она начинается, значит, если в подвешенном состоянии, ее обязательно крепить надо. А там, если в подвешенном состоянии, значит, она, витки эти осаждаются, и она может быть, кажется, перегореть. Вот, раз. Второе. Когда мы наматываем витки, вот так вот такие витки мы наматываем, то между ними, вот эти витки, они даже могут касаться между собой, вот эти витки. И оно здесь не будет пробивать через следующие витки. Почему? Потому что сопротивление здесь у них будет большое, здесь окалина всякая, то все 50, а напряжение маленькое для пробоя. То есть 12 вольт, оно эту беду не пробивает. А было бы 220 вольт, оно при вот таком соприкосновении сразу бы здесь пробило. То есть чем выше напряжение, вы знаете, тем оно быстрее это дело пробивает. Вот следующее преимущество для изготовления те печи, которые изготавливаются на 220 вольт, в основном спираль идет по наружу. Ну, я, к примеру, здесь беру, там, конечно, побольше. То есть она идет по наружу какого-то теплообменника, там, кирпича или шамота, или на данном примере здесь бы его надо было наматывать. Вот. А в этой системе, то есть при маленьком напряжении, мы можем его поместить в середину. То есть у нас непосредственно получается, что тепло, которое выделяется, моментально передается тигелю, то есть металлу. И за счет этого она получается миниатюрная и компактная. Так, и так вперед с песнями. Значит, выкручиваем вот эту штуку, вот это надо снимать. Выбрасываем ее нафиг. Есть. Здесь вот в середине я уже убрал, здесь вот металлический такой патрон, куда уворачивается. Металл я отсюда убрал, чтобы не задерживать. Раскручиваем. Так, вот, меряем здесь размер внутренний 37 миллиметров. Значит, берем вот такую железяку какую-нибудь круглую, ну вот у меня замка такого вот это самое имеется. Значит, она должна быть поменьше, потому что спиральная, когда наматываем, она
расходится. Здесь у меня 30, ровно 30 миллиметров. И наматываем. Ну, я здесь намотал уже вот эту проволоку. То есть вот сюда вот я вставляю, зажимаю и пошел крутить. Накрутил, накрутил, накрутил. Очень туго. Сперва ее надо хорошенько, значит, выпрямить эту проволоку. Вот здесь вот на самом, на наковальне немножко это самое, чтобы не было никаких вот заломов, чтобы она ровная была. Вот, ну как это, немножко так она кривовато получилась, ну нормально будет. Есть спираль. Значит, здесь у меня, вот вы видите, витков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 витков здесь. Вот это концы вывода. Здесь мы потом еще раскрутим немножко. Так, с этой бедой. Здесь у меня уже проделано. Вот это. Так, это не вот это, вот это. То есть спираль, когда входит, она куда-то должна выходить. Вот такую прорезь сделаем. Чем она делается? Обыкновенная, значит, болгаркой, так сказать. Вот, ну я так покажу. То есть здесь у нас не простой круг, а алмазный заряжен. Так, итак, спираль у нас намотана. Значит, здесь у нас отверстие есть для выхода. А здесь в патроне предназначены уже отверстия вот эти для выхода. Вот таким вот образом надо загнуть его. Здесь аккуратненько примерить надо. Вот, чтобы она сама. И вставляем. Значит, эту беду вставляем сюда. Потом немножко ее на скручивание. Вот так вот. И она там. Ну, потом отверточкой еще поправить там можно. Вот это у нас сверху, значит, получилось. Здесь я еще немножко размотаю немножко, чтобы больше было. Здесь у нас запаса на выход. Вот таким вот образом. Вот это у нас в середине. Это у нас снаружи. Это будет один, значит, вывод, это второй вывод. А теперь это аккуратненько это вставляем сюда. В это отверстие. Не извиняюсь, не с той стороны. Вот с этой стороны. Вот так вот. Опа, есть. Вот у нас система готова. А сюда теперь будем помещать уже. Так, дальше идем. Берем теперь банку. Так, ну вот эта банка с кошачьего корма. У меня жена там кормит такой бедой. Ну вот одна банка и вторая банка. Вот у меня с грунта. Грязно, но ничего, это все обгорит. Есть. Вот. Но здесь вот надо будет делать замеры некоторые. Значит, в эту банку, значит, вот эта беда вставляется. Немножко она будет, то есть мы его вставим когда, оно будет вот так вот за подлицо здесь, к примеру. Вот, надо, чтобы этот конец вышел сюда. Делаем здесь отверстие. То есть намечаем и делаем отверстие здесь. Так, ну примерно от центра здесь вот видно миллиметров 15 центра намечаем, 15 здесь. Вот она. Делаем отверстие небольшое. Так, это дело должно пройти через изолятор. Вот он такой изолятор. Ну, можно любой другой какой-то найти. С утюга или еще с чего. Вот, для этого, значит, надо будет расширить отверстие. Здесь у нас размер 17 миллиметров. Вот, ну, берем такую вот зенковку. Вставляем патрон. Так, есть отверстие, но маловато. Вот таким вот пробойничком еще расширяем его. Примеряем. Мало. Еще. Примеряем. В аккурат. С этой стороны мы его расклепаем вот этой штучкой. Есть.
И еще раз поправляем. Теперь уже в размер. Примеряем. Опа. Есть. Оно должно стоять с другой стороны. Опа, порядок. Вот это немножко загибаем сюда на себя. Так, есть все на месте. Здесь загнули. Так, и вставляем это бедро сюда в отверстие. Опаньки, есть. Вот тут у нас нагревательный элемент, кажется, почти готов. Теперь надо прикрепить его еще. Берем вторую банку. Вот, и теперь вот этот провод у нас должен выйти через эту банку с той стороны. Вот здесь я померил уже, где она выходит. Вот, накинем его чуток и просверливаем. Делаем в размер, чтобы здесь подошло. Немножко разинкуем его. Кернем мы второе отверстие рядом. Закрепление плюса или минуса, так сказать. Вставляем сюда болтик. Опа, есть. Вставляем эту сюда. Вот, и вытаскиваем сюда его. Вот, и на этот болт закрепляем. И колечко от часовой стрелки. Подтягиваем. Вот так вот. Для второго изолятора вырезаем саз без той трубы обыкновенной. Это сотки вот я вырезал. Вот по длине вот этой банки и немножко, чтобы она выходила. Вот и здесь немножко еще тело я убрал. И паз прорезал для того, чтобы спираль выходила наружу. Вот, есть. Но это ребра для того, чтобы она там жестче стояла. И вставляем ее туда. Опаньки. Вот таким вот макарчиком. Временно прихватываем эту проволочку. Потом мы ее пожестче сделаем. Чтобы она у нас держала здесь отверстие есть. Раз. И вот таким вот макарончиком мы ее закручиваем сюда. Теперь внимательно там все центруем, чтобы это посередине банки это была, и эта штука была тоже посередине этой штуки. То есть вот поцентровали. Для удобства вставляем такую штуку в середину. Все центруем, направляем аккуратненько. Вот, и верхнюю часть, вот, чтобы у нас туда не насыпалось ничего в середине. То есть здесь спираль. А это все мы засыпаем сажей. То есть это лучший теплоизолятор. Берем сажу, значит, эта сажа у меня просто с костра. Там всяческие ветки, там ломги полились. Вот, можно с печки брать. То есть, чем чернее сажа, тем лучше ее свойства. Тем она меньше будет пускать тепла. Вот, ну и аккуратненько туда его засыпаем. Так, подсыпали, хорошенько потрамбовали внутреннюю часть, наружную часть. Вот таким вот образом. И эту теперь подушку вытаскиваем. Опаньки. По блоку питания. Наша печурка всеядная, как барракуда. Она может питаться постоянным, переменным и любым, какие еще напряжения есть. Значит, ну первое. Зарядное устройство для аккумуляторов. То есть оно выдает 12-14 вольт. Есть. Трансформатор любой от 12, то есть 220 на 12 до 24 вольт. Есть. Соответственно, аккумулятор. Если вдруг кому-то в дороге приспичит чего-то там отлить, пожалуйста, подсоедините к аккумулятору, печка у нас будет работать. Или фанат какого-то литейного дела. Есть. Единственное условие в этих всех системах, они должны выдавать не менее 2 ампер. Также любой сварочный трансформатор. Подбор толщины и длины.
нашего нехрома для намотки спирали. Значит, здесь необходимо выходить со следующей логики. Чем ниже напряжение, тем необходим толще этот наш проводник. Чем толще нехром, то есть диаметр его будет больше, тем у нас будет больше мощности, так как будет меньше сопротивления. То есть из практики, из опыта, значит, наш нехром должен иметь диаметр примерно от 0,75 в диаметре до 2 мм. Вот это самое такое реальное, и которое, значит, у нас очень хорошо все получается. Для тех, кто не электрик, значит, я вам практически расскажу, как можно подобрать все вот эти агрегаты. И ясное дело, надо привязываться к тому, что у вас есть. Соответственно, не к спирали надо привязываться, а к самому дорогому. Самое дорогое, значит, спиральная на копейки стоит. Вот, а самое у нас дорогое, это вот блоки вот эти питания. К примеру, практический подбор. Значит, к примеру, у вас имеется зарядное устройство. Вы знаете, что оно выдает ток не менее 2 ампер. Вы пошли на рынок, купили спирали или проволоку для спирали нехромовую толщиной от 0,75 до 2 мм. Ну, примерно не менее 2 метров. Принесли домой эту проволоку, не скручивайте ее в спираль, она должна быть вот в таком прямом состоянии. Значит, один конец жестко закрепляете подачу напряжения от своего зарядного устройства. Жестко здесь дали, а второй конец у вас должен быть движущий, там плюс или минус, или если переменная, то вот. Этот у вас закреплен, и значит потом это самодвижущим вы начинаете вот так вот двигать его. То есть у вас вот это 2 метра, все, вы начинаете двигать. Двигайте. Вот эта проволока, которая здесь у нас запитана, она должна чуть-чуть на воздухе нагреться. Ну, примерно вот как вот это самое, вот красное, но немножко меньше даже меньше немножко. На воздухе, не в скрученном состоянии, вот это будет вполне достаточное ваше, значит, сопротивление. Вот, далее берете вот эту, значит, проволоку, наматываете куда вам там надо. Вот, намотали, сколько у вас там вмещается. Все остальное вывели на вне вот этой печурки. Вот, затем в печке опять же подключаете. Вот, можно откусить, но можно не откусывать. Лучше это дело не откусывать. Это самое для чего? Для того, чтобы вы потом можете, например, вот это у вас такая длина осталась, вот такая длина, значит, осталась, а это у вас запитано. Вот здесь сюда запитано, то есть здесь греется, а здесь вот не греется. Вы потом можете, вот это у вас будет как реостат, то есть вы при нагреве печки можете вот так вот поставить, то есть у вас накал будет маленький, и она будет медленно прогреваться. А потом, когда вам температуру надо добавлять, уже у вас прогреется печка, ничего не лопнет. Вот вы потом вот сюда вот и подвели его. То есть это более будет такое, лучше как реостат это будет действовать. Для практического примера выбора проволоки давайте привяжемся к нашей печке Барракуде. Итак, я напомню немножко. Значит, у нас имеется нехромовая проволока диаметром 1,6 мм. Длина этой проволоки не спирали, а проволоки 1,2 метра. Вот вы пришли на рынок, и у вас, значит, ассортимент не очень там большой, может быть. И такой проволоки толщины нет. Вот, то тогда бы, к примеру, я бы купил проволоку в 2 раза тоньше. То есть, если это у нас, повторюсь, 1,6 мм в диаметре, а я бы купил, например, в 2 раза тоньше, то есть 0,8 в диаметре, то вот эту проволоку толстую я использовал длиной 1,2 метра, то той проволоки для данных условий моих вот этих я бы использовал в 2 раза меньше, то есть 0,8 метра. При этом, соответственно, результат был бы тот же. Только единственное, здесь у нас было в 2 раза меньше витков. Вот и так, в принципе, любой размер проволоки, вот, который я рекомендовал, можно примерно вот так вот подобрать. То есть для любого трансформатора. Итак, засыпал, но немножко пришлось переделать. Я вам сразу расскажу переделки, чтобы все было в одном фильме. Значит, вот этот у нас вывод был снизу плохо, потому что банка стоит очень плохо, то все равно 10. Значит, он должен быть, в принципе, подвижный. То есть там изолятор у нас стоит между вот этими. И вот сюда он вышел. К этому может он касаться. Здесь ничего страшного, потому что сюда мы будем подавать плюс или минус. Вот раз. Второе. Вот это не обязательно закрывать, вот это отверстие. Вот можно сажу прямо засыпать так, как она есть. А потом она высыпется. То есть берем вот так вот ложечку и все это обсыпаем. Вот таким вот макарончиком. Вот здесь сразу ее центровать и вот так вот чем-то там это самое трамбовать хорошо. Потом провибрировать.
Итак, у нас вот такая вот беда получилась. Вот, в принципе, размеры хорошо. Здесь, кажется, уже немножко я повыше поднял, и здесь повыше поднял. Пальчиком еще здесь немножко подтрамбовываем, чтобы она плотненько там была. Вот, а здесь у нас вот получается температура здесь уже невысокая будет. Вот здесь можно, если потом переворачивать или еще как-то, сажа может высыпаться. Вот это надо как-то, кажется, чтобы она осталась на месте, зафиксировать. Вот, ну, обыкновенный кусок от ваты я беру ваты. И еще такие вот ребрышки есть, которые захватывают. И вот под них вот так вот и подсовываем туда. Да. Асбест, конечно, бы лучше был, но под рукой его нету. Я думаю, она будет держать. Ну, проверим это дело. Есть. Теперь у нас в середине там, видите, осталась сажа. Вот и элементарно просто баночку здесь отберем, переворачиваем, так как у нас и здесь уже не высыпаться не будет. И высыпаем. Чистенько. Еще немножко осталось, сейчас поковыряюсь отверткой. Вот такая у нас вот печурочка получилась. Видно там чего? Нет, не знаю. Я подсвечу туда маленько. Ну, видно вроде. Вот это полдюймовая трубочка. И на нее вот эта заглушка заваренная. Вот, есть. Аккуратно она туда входит. Вот это должна быть, кажется, не чугунная, а железная, потому что она здесь заварена. Вот немножко здесь ее подточил. И прямо, когда оно еще не стояло там. И вот таким образом почистил это все дело. Есть. И теперь оно нормально всовывается сюда. Есть. Вставляем эту беду сюда. Раз. И теперь смотрим. Опаньки. Аккурат проходит туда вниз. До самого низа. Проверяем. Опа. Как раз по банке. 20-30 примерно. По емкости. Есть. А теперь нам эту трубчонку надо будет обрезать еще. Отрежем вот так вот. Как наука говорит, немножко окалин, немножко сажи на 10% снижает теплопроводность. А нам этого здесь не надо. Вот просто вот сюда закрепляем и нажать. Порядок. Вот получается вот типа такого красивого какого-то телька. Соответственно, в середине вставляем и почищаем, чтобы не было. Хорошенько то закручиваем ключом. Раз, в тиски потом. И закрутили вот эту штучку, чтобы она у нас не упала. Вот, затем берем вот такое стекловолокно, вот, чтобы здесь нам заизолировать лишнее тепло, чтобы не уходило. Ну, примерно раз, и немножко туда она обходила, она будет центровать немножко. Значит, ну, вот столько. Отрезаем его. Опаньки. Будет вот так. И еще здесь у нас правильно. То есть нам нужно еще от этого еще 2 сантиметра туда. Ну, как раз получается вот эта беда. Вот порядок. Проверяем. Вставляем. Немножко надо поднять ее наверх немножко, да? На сантиметр. Ну, вот так вот ее раз и поднимаем. Все. А здесь уже фиксируем теперь. И обрезаем. Итак, порядок. Начнем ее, кажется, испытывать. Значит, подключили плюс к одной стороне. Вот это у меня минус к другой стороне. Значит, так как она фарфоровая, ну, в принципе, все печи, значит, надо медленно прогревать. То есть включили, выключили. Так как у нас никаких пультового управления здесь нет, все необходимо вручную работать. Вот. Включили, выключили, включили, выключили. Когда она прогреется, тогда уже на постоянную можно, кажется, ее не выключать. Так, ну чуть тепленько здесь вот начинается. Вот, смотрим, что там такое у нас. Опаньки, нормально. Вот это буквально 5-6 минут. Вот при такой температуре уже можно его включать и не выключать. Вот ставим свой тигелек на место и будем контролировать. Свет выключил, чтобы было видно, кажется. Ну-ка посмотрим, что там такое у нас. Вот такая вот температура идет. Видно хорошо, да? Вот приблизим. Чудесненько. Вот вставляем опять на место. Так, перед тем как вставлять и вытаскивать, обязательно надо выключать. На всякий случай. Вот я выключил, но видите, там
Температура есть и держится. Вставляем еще свой тягелек. Так, и алюминиевую проволоку берем и туда бросаем. Опаньки. И включаем. Банка уже поднагрелась немножко. То есть у нас работает 12 вольт. Это безопасное напряжение, когда мы можем спокойно, здесь никаких проблем нет. Контроль систем. Вот, спираль там нагрелась хорошо. Вот, но у нас в принципе плавиться металл начнет, когда в середине будет уже красная. Вот, пока она там еще темная. Контроль систем. Там у нас горячо. Вот, в середине начинает уже эти в трубке уже. Скоро пойдет металл плавиться. О, краснючая уже пошла. Видите как. Спираль белая, а это еще градусов 500, наверное. Малиновый цвет. С рженком плохо. Теплоотдача большая. И такие кусочки маленькие туда плеск. Смотрим, там уже белый металл. Ну еще кусочек плесканем туда, и нам будет видно. Вот туда кич. Пошел расплавляться. Он нагреется. Ну, порядок нагрелся. Сейчас проволочкой шаранем туда, посмотрим, чего там такое. То есть температура достигнута. Плавки алюминия. Так, ну попробуем что-нибудь вылить. Берем наш тягелек и заливаем. Опаньки, промазал. Но первый, блин, ком, кажется. Ну вот такой вот получился результат. Я думаю, всем оно видно. Так, всем спасибо за внимание. Здесь будет некоторое усовершенствование. Вот, рад кому-то, если пригодится, это беда, все и помог. Всего вам хорошего, делайте комментарии, давайте советы. Удачи, ребята.